Как видите, все конфорки на максимуме стоят, но одна из них горит как следует, точнее две, а две горят еле-еле. Вот та вот дальняя и вот эта вот практически не горят. Сейчас будем это лечить. Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Куликов, и сегодня я хочу рассказать вам о том, как слегка подправить газовую плиту. Как видите, у меня проблемка в том, что две конфорки горят нормально, а две уже практически не горят. Это значит, где-то что-то засорилось, поэтому давайте посмотрим, где и как это все почистить. Поехали! Итак, друзья мои, запоминаем. Вот это не работает и вот это не работает. Но мы все посмотрим, что здесь, как устроен механизм плиты. Для начала нужно все, конечно, выключить и чуть-чуть подождать, когда остынет, и разобрать. У меня разбирается очень просто вот здесь вот шурупчики и под конфоркой еще два шурупчика, чтобы снять верхнюю часть. Итак, давайте пока разбирать то, что нам не мешает. Перед всеми операциями нужно обязательно перекрыть газ. Вот. И дальше обязательно дождитесь, когда все остынет, чтобы не обжечься. А пока можно открутить. Состоят конфорки из верхней крышки и распределительного этого сопла. Убираем. Вот они скрываются еще два винта, которые нужно открутить, чтобы снять верхнюю крышку. На разных моделях плит может быть разное расположение этих винтов, поэтому смотрите, как у вас где это все расположено. Даже не винты, а шурупчики. Все тоже убираем. Итак, вскрываем нашу крышку. Опс, там что-то упало. Как видите, за столько лет все это уже выглядит достаточно грязным. Иногда, конечно, нужно это мыть, протирать и чистить. Вот. Потому что еда, остатки, все смывается туда. Даже когда вы моете, все равно там пена, мыло попадает под сопла. И, соответственно, все попадает туда, разогревается и превращается вот в такой вот налет. Вся проблема в нашем случае это то, что вон то вот сопло основное, оно иногда забивается, когда у вас капает жир или мыло или вода, и оно, протекая по
распылителю попадает уже на сопло и забивает вон ту дырочку маленькую. Вот даже в нашем случае здесь отчетливо видно, что попало туда какая-то ниточка, скорее всего, от губки, от железной губки, которой я мою иногда плиту. Сейчас мы это все аккуратненько уберем и прочистим. Вот это еще горит очень плохо. Ну, как бы здесь надо смотреть, что туда поступает. Можно ее, конечно, вообще выкрутить, эту форсунку, и посмотреть, как она на проход. Но мы сейчас по-простому попробуем сначала, а потом проверим. Прочищать каналы проще всего вот такой вот скрепочкой от бумаги или какой-нибудь иголочкой. Но иголочкой неудобно, она достаточно здесь глубоко. И надо будет как-нибудь ее аккуратненько вот так вот засунуть. Вот видите, здесь вполне себе спокойно она проходит и выходит. Здесь так не происходит, поэтому нужно ее аккуратненько чистить. Вот видите, и все. В принципе, ничего другого здесь не требуется. Ну, здесь все в порядке. Ну, давайте вот эту проверим. Вот что-то забилось очень сильно. Наверное, я ее сейчас выкручу и посмотрим. Просто ключом подлазить очень неудобно, поэтому сжимаем вот эту вот скобочку и вынимаем. И теперь вот она сама вышла. Патрубок газовый. И сейчас спокойно можно ее открутить. И здесь уже дырочка прям, видите, достаточно большая. И наша булавочка вполне себе спокойно входит и выходит. Все прочистили, собираем все, как говорится, до кучи. И обязательно не забудьте про клипсы. Они держат вот эти трубочки наверху. Не дают им упасть. Все. Ну, можно здесь, конечно, протереть. Это уже ваше дело. Я показал просто, что именно может не работать. Но перед сборкой желательно, конечно, проверить. У меня проблемная была вот эта и вот эта. Сейчас их и проверим. Но для начала нужно включить газ. Как видите, все шикарно работает.
все, можно собирать. Собираем все в обратном порядке. Все, теперь проверяем уже собранную. Как видите, все шикарно работает. Вот, друзья мои, все опять на максимуме стоит. И как видите, пламя уже абсолютно нормальное. Что там, что там, что там, что тут. Ну вот, друзья мои, таким простым способом можно починить, ну даже не починить, а просто сделать профилактику своей плите. Но если что-то серьезное, сложное и вы не можете решить, обязательно обратитесь к специалистам. Да, и специалисты, если у вас такая же проблема, придут, сделают все то же самое. Никаких хитростей здесь, собственно, нету. Поэтому подписывайтесь на канал, не бойтесь что-то сделать своими руками, ставьте лайк, если полезно было. Ну и ждите новое видео, оно скоро будет. Ну а пока, спасибо, что смотрите.